Всем привет! Надеюсь, меня достаточно хорошо видно и слышно. И сегодня я предлагаю поговорить о конкуренции внутри боевых практик. Не только боевых искусств, но и около боевых, около там каких-то спортивных, например, единоборств в том числе, и различных псевдобоевых. О том, чем они отличаются, вот ссылочка внизу в описании к этому стриму, классификация боевых искусств. У нас был достаточно такой пространный стрим, в котором, собственно, мы касались этих тем, вот чем отличается боевое от околобоевого, псевдобоевого, чем отличаются боевые искусства от единоборств и так далее. Вот кому интересно или непонятно пока эта тема, обратитесь к этому стриму. А сейчас мы просто говорим о том, какова конкуренция и конкурентность внутри вот всех подобных вещей. Богдан пишет: здравствуй, Станислав, рад видеть тебя. Привет, Богдан, рад тебя тоже видеть. И, собственно, в этом стриме, наверное, я буду пользоваться какими-то примерами из области экономики, потому что это проще всего как бы именно такую базу подвести под понятие конкуренции и конкурентности, соответственно, конкурентных преимуществ каких-то, допустим. И начать стрим я бы хотел, знаете, с бородатых времен, когда боец бойцу был еще другом, товарищем и братом. На прошлых стримах мы с вами говорили, два стрима у нас были посвящены тому, как у нас развивались боевые искусства в СССР и в дальнейшем на постсоветском пространстве. И в сущности это было отчасти время, когда как раз действительно боец бойцу был друг, товарищ и брат, до каких-то уже таких бытовых достаточно, скорее всего, столкновений. Вася Васин пишет: Минасан кончева, Станислав-сан. Доброго дня, Вася Васин. И когда я говорю о каких-то столкновениях, ну, в частности, можно вспомнить лихие 90-е, когда, например, ну вот слушайте, буквально прямо на моих глазах была какая-то разборка, например, около одной из станций метро в Москве, когда некий гражданин с ножом бросается там на другого человека. Это все в 90-е. Еще раз, милиция тогда пряталась по углам и не особо принимала участие в подобных столкновениях. Вот. Ну, в том числе бывали столкновения, связанные с участием бойцов тех или иных. Но еще раз, это не касается конкуренции как таковой. Это скорее касается, ну, каких-то столкновений, как говорится, судьба, вот мир тесен. Там иногда бойцы встречались на противоположных каких-то сторонах, так сказать, участвовали в каких-то, ну, условных достаточно сражениях там и так далее. Но в сущности всех нас тогда объединяла общая идея, вот эта вот идея боевых искусств. Михаил пишет: день добрый, вам доброго дня, Михаил. И, кстати, что касается вот прошлого стрима, помните, приходил некий хейтер, который писал, там, я, честно сказать, не читал то, что он писал, так вот в большом каком-то объеме. Вот. И, Михаил, вы его попросили прислать какие-нибудь ссылки, подтверждающие его мнение. Так вот, что интересно, за все это время не поступило ничего, значит, от него, ничего, что подтверждало бы его мнение, никаких ссылок и так далее. Я каждый день заходил в корзину нашего канала, потому что у нас автоматически все со ссылками идет в корзину, чтобы там реклама всякая не возникала, да, на канале. Вот. Так вот, от него ничего не пришло, так что, в общем, ну, понятно, что мы имели дело с простым хейтером, у которого мнение которого ничем не подтверждено, а чисто это его такое, ну, знаете, так сказать, какое-то ощущение, что он все еще живой, вот, так же, как и не менее известный персонаж, который иногда появляется на этом канале, когда возникают какие-то сезонные обострения. Ну, окей. Так вот, возвращаясь к теме, кстати, мы сегодня поговорим в том числе и вот о таких хейтерах, правда, не о хейтерах вот таких вот безумных, которые, в общем, в теме вообще даже не ориентируются, им все равно прийти на канал с боевыми искусствами или с оригами, например, и там они напишут одну и ту же, в общем-то, ерунду. И они, в общем, профессионалы во всем, как бы, да. Вот. Но мы будем говорить о хейтерах внутри сообщества бойцов, так или иначе. Я думаю, что эта тема достаточно интересна все-таки. Так, Михаил пишет: это Вася Васин попросил, я просто вопрос задал ему. Прошу прощения. Вася Васин, ну, в любом случае, да, спасибо большое за то, что, в общем, запросили от него какое-то подтверждение, какое-то обоснование, значит, мнения этого хейтера. Ну, вот, как видите, оно ничем не обосновано. Обычная вполне история для просто людей, которым
нечего делать, но которые чувствуют себя очень стесненными в социуме, и которым надо как-то себя проявить хотя бы вот таким вот образом заочно в виде хейтера. Окей. Так вот, еще раз возвращаясь к теме, возвращаясь к тому, что вообще было время, оно не очень длительным, возможно, было. Тем не менее, это было время, когда бойцы, ну так, более или менее были лояльны друг к другу и даже открыты во многом. Вася Васин пишет, я тоже просил ссылки, но это неудивительно. Тот, кто очень сильно любит кичиться знаниями, обвинять других в незнании. Да, совершенно верно. Так вот, я вспоминаю, например, время, когда у меня, например, была возможность в том числе ходить по клубам, по различным, и, как уже говорилось, даже в период запрета на боевые практики была все равно возможность. То есть, если вы входите в вот это вот узкое достаточно сообщество подпольных бойцов, людей, которые подпольно следуют тому или иному пути, тому или иному боевому искусству, в принципе, это уже частично открывало вам двери и в другие подобные клубы, потому что, ну, фактически, знаете, рыбак рыбака видит издалека, и бойцовские клубы через третьи руки, через десятые руки, в общем, друг друга немножечко знали, и была возможность там посещения чужих клубов, в том числе были спарринговые встречи различные там и так далее, но самое главное, что это фактически, вот, как уже было сказано, открывало вам двери и в другие клубы, благодаря чему, в общем, вы могли побывать для своей практики и в каких-то параллельных течениях боевых, например, и так далее. Я вот помню, что, если я не ошибаюсь, это был буквально первый клуб Кёкушин в Москве, значит, и вот мне удалось, например, в нем побывать, и в том числе со спарринговой встречей, правда, единственный, там один-единственный был спарринг, к сожалению, с одним только бойцом. И в этом спарринге, в общем, у меня была задача только защищаться. И вот мы спарринговались, значит, таким образом, что меня постоянно, значит, пытались атаковать, и я только защищался. Но это была такая у меня, знаете, сверхзадача, это была такая моя собственная практика, как бы, и все. Вот. Хотя я благодарен этим ребятам за открытость, за такую, и мы очень мило и до этого, и после этого, в общем, побеседовали, обменялись какими-то, как это сказать, какими-то своими, так сказать, рабочими там установками, что ли, техникой там и прочее, прочее. Так, Вася Васин пишет, а хейтер странный, который из-за обострений появляется, случайно не Увей? Ну да, конечно, конечно, это бессмысленный достаточно персонаж. Вот, кстати, мы об этих персонажах, кстати, тоже можем поговорить, он не единственный, он, конечно, не единственный, и есть множество таких людей, как Увей, которые выступают там под разными совершенно именами, скрываются в интернете, но это одни и те же фактически люди там и так далее. Для чего это делается, почему это делается, мы в том числе можем поговорить с вами. Но несколько позже мы, наверное, к этой теме перейдем. Хотя тема сама по себе, в общем, не такая глубокая, и там все слишком очевидно. Ну окей. Так вот, да, значит, в этом, например, клуб побывал. Я рассказывал вам, как уже, например, тоже в 80-х, уже, вернее, еще в 80-х, во время запрета у меня была возможность появляться там в чужом клубе «Штакан», у меня были связи с ребятами, которые занимались джит-кундо там и так далее, и так далее. И в сущности у нас не было конкуренции, у нас не было конкурентных таких вот отношений, когда, знаете, кто-то, например, вот совершенно необоснованно там заявляет, что там, знаете, как вот в этих бессмысленных китайских фильмах про любовь и кунг-фу, когда кто-нибудь там заявляет, мое кунг-фу лучше твоего, да. То есть такой истории, конечно, не было никогда, и в любом случае вот это вот мое кунг-фу лучше твоего на словах это может, так сказать, произнести даже 5-летний ребенок, но главное, чтобы это было как-то обосновано в реальном, ну как хотя бы спарринговом каком-то, спарринговой какой-то встрече. Вот. И, как правило, именно таким образом и выяснялось, собственно, ну, может быть, чей клуб лучше, хотя на самом деле не судили по бойцу о клубе. И по бойцу не судили о боевом искусстве. Вот. А судили больше о бойце, конечно, о конкретном бойце, о том или ином. Причем иногда в этих каких-то спарринговых встречах участвовали, ну, в разных форматах, мы уже говорили о них на прошлых стримах, иногда участвовали достаточно такие упорные ребята, которые, в общем, ничего себя не представляли как бойцы, но, значит, постоянно посещали такие встречи.
постоянно было фиаско, но там упорство просто было такое. Я даже не знаю, чем это вызвано. Но еще раз, не будем об этом говорить. Это, наверное, такое же упорство, как упорство некоторых вот как раз хейтеров и обостренцев каких-то несезонных. Вот. Но в сущности, когда вы участвуете в жизни, в том числе не только своего клуба, но и посещаете там другие клубы или спарринговые встречи какие-то, еще что-то такое, как-то организуете, там даже, может быть, у вас, конечно, всегда возникает такая вот возможность, информация обработать впоследствии вот происходившее, например, на спарринговых таких встречах, да, у вас есть всегда над чем работать и так далее. То есть, в принципе, это хороший, стимулирующий такой вот момент. И этот стимулирующий момент давал свои результаты. То есть некоторые бойцы, которые там проявили себя там 2 месяца назад там на спарринге не особо хорошо, через 2 месяца, например, оказывается, что они уже достаточно неплохие бойцы, там за короткое время достаточно, они вытягивались на более, так сказать, на более какую-то существенную высоту, как бойцы, да. Например, вот такая вот история. И да, действительно, тут вот работало все. И работала методика клуба, хорошая ли там методика, правильно ли там преподаются боевые искусства, или там только, вы знаете, смотрят эти фильмы как раз про Джеки Чана, там, про кунг-фу, как это вот называлось, там, или с Чаком Норрисом, там, например, да и все, собственно, и почти ничем не занимаются, да. Или вот были такие ОФПшные клубы, они до сих пор достаточно большой сектор рынка боевых или около боевых в данном случае каких-то направлений занимают. Это ОФПшные чисто такие клубы, куда вы приходите поскакать зайчиком, поподтягиваться, там, я не знаю, еще чем-то таким позаниматься. Ну, в общем, явно не боевыми вещами, но все равно это называют там боевым, потому что там висит мешок, к которому по очереди люди подходят, там, выполняют там, по 3-5 ударов, например, да и все. И вот она и волшебная тренировка, это все. Вот. Но в сущности, еще раз вот к теме возвращаясь, вот такой конкуренции прям буквально не было. Была какая-то, ну такая достаточно мягкая, не то чтобы стена, а граница такая достаточно мягкая, например, между теми, кто практиковал карате. Вот мы с вами говорили, что такое вот первое карате, это такой несколько искаженный стакан у нас появляется на территории СССР, да. Вот, и в дальнейшем развивается примерно в таком эквиваленте, пока наконец не появляются другие направления карате, такие как киокушин. Кстати, киокушин, помните, я уже говорил, там у моего приятеля, например, книжка «Что такое карате» Аямовская, она появляется довольно рано, еще, может быть, даже к концу 70-х годов она появляется. То есть, в принципе, вот эта вот переводная литература, она так или иначе появляются энтузиасты различных направлений карате. И я, например, вот присутствовал при удивлении, значит, одного каратеки, который считал, ну вот эта вот боевая безграмотность, она вполне характерна для такой закрытой территории, какой был СССР тогда, где все было запрещено и все закрыто. Я вот помню, один представитель классического такого, как бы, как он считал, карате, но на самом деле представитель, значит, стакан, удивляется, что оказывается есть еще киокушин, например, да. Это реально было какое-то удивление и недоверие полное, и даже некоторое оспаривание того, что не-не-не, это вообще не карате, например. Ну и так далее, и так далее. Значит, и тем не менее, вот говоря о таких границах, например, между теми, кто практикует там японские направления, по большей части карате, и теми, кто практикует, например, китайские или вьетнамские направления, значит, вот эта граница, она достаточно мягкая была, и там не было вот такой слепой конкуренции и категоричности, что вот наше кунг-фу лучше вашего, там, например. Вот, кстати, что интересно, в сущности, в альтернативе стояли в то время, как мне кажется, по моему опыту, стояли именно каратеки, да. Вернее, они составляли некий костяк основной, как мы уже с вами говорили, а вот альтернативой этому костяку были представители всех других направлений. Ну, в частности, значит, у меня было шапочное знакомство с одним бойцом, который практиковал муай-тай. Причем самостоятельно, дома, без всякого клуба. Просто так получилось, что там то ли в Таиланде он побывал, значит, случайно там
в какой-то дипмиссии, там, ребенком, например, да, то ли еще, ну, трудно сказать, но в общем смысл такой, что человек самостоятельно занимался муай-тай, хорошо ли, плохо ли, это не важно, но важно, что вот люди, которые практиковали там тайские направления, вьетнамские направления, корейские направления, значит, китайские направления, это была вот альтернатива такому основному костяку, как бы, японских направлений, но еще раз не было вот прям слепой такой вот конкуренции и, значит, такого вот типа вот мы бойцы, а вы, например, не бойцы. Такой истории не было. Каждый практиковал то, что ему было ближе, и я считаю, что это и есть настоящее проявление свободы. Свободы, не замыленной еще тогда финансовой составляющей и маркетингом от того или иного, скорее всего, не боевого, а около боевого направления, того, что мы сейчас называем единоборствами уже, да, спортивными. Вот. Иными словами, вот это вот братство, это вот не конкуренция такая, не конкурентность, она, в общем, продолжалась на протяжении там какого-то количества лет, мне трудно сейчас это посчитать, но это какой-то ряд лет, по крайней мере. И у меня до сих пор вот есть связи с отдельными бойцами еще из тех лохматых времен. Мы с ними прекрасно общаемся, просто в качестве дружеской переписки какой-то, дружеского общения, хотя живем в совершенно разных странах и совершенно разные, так сказать, в разных потоках бытия, как говорится. Вот. Значит, но где-то, значит, постепенно вызревает вот эта конкурентность. Она вызревает по разным причинам. В частности, какие-то направления или какие-то клубы рано или поздно появляются такие, которые ведут более агрессивную политику, например, политику привлечения учеников, да, то есть если там в 90-х годах, например, как мы с вами говорили, какие-то клубы, какие-то залы заполняются большим количеством людей, там на одной тренировке может быть от 50 до 100, представьте себе, человек, да, то есть там в последних рядах люди даже не знают, там не видят, что там делает в это время учитель, и там пытаются как-то повторять за теми, кто к ним спиной, например, то есть там вообще уже ничего не видно, но тем не менее достаточно много людей, например, могут присутствовать на одной тренировке в одном зале, вот, то постепенно конкуренция нарастает, появляется большое количество не учителей, а таких недоучителей, скорее всего, да, которые сами недавно были адептами того или иного боевого как бы направления, стояли в последних рядах, а потом они, значит, спустя короткое время, поверив в себя, не получив еще достаточно ни знаний, ни опыта какого-то, ни еще что-то, открывают сами, значит, какие-то клубы без всякого, как говорится, благословения со стороны своего недавнего учителя, который о них даже не помнит. Еще раз, потому что этот человек там стоял в задних рядах где-то, да, даже имени его, так сказать, его учитель не помнит, да. Но, тем не менее, значит, люди, например, открывают свои какие-то залы. Вася Васин пишет: конкуренция в боевых искусствах – это следствие коммерциализации боевых искусств. В некоторых случаях все доходит до такого абсурда, что многие организации доводят боевые искусства до деградации из-за денег. Да, совершенно верно, абсолютно верно, Вася Васин. Мы отчасти касались этой темы, и темы деградации, и того, как бабло побеждает добро, да. Вот, и как вот деградация действительно достигает достаточно неплохие какие-то течения, в том числе боевые, да, превращаются в совершенно не боевые, и о том, что маркетинг вообще творит с умами людей, когда в основе там маркетинга, связанного, например, с боевыми искусствами, оказывается совершенно не боевое направление, скажем, такое, как тайди, или такое не боевое, а совершенно спортивное направление, как вушу таолу, например, да. И люди, которые идут для того, чтобы стать бойцами, для того, чтобы иметь прикладную, настоящую боевую практику, занимаются гимнастикой, акробатикой, например, да. То есть это все понятно, бабло побеждает добро очень часто, и здесь ничего не поделать. Вася Васин пишет: на каком-то сайте читал статью со статистикой, где выявилась такая тенденция, что из японских направлений традиционное дзюдзюцу потихоньку отбирает популярность у карате. Очень может быть. Кстати, вообще в истории боевых искусств в Японии, если я только не ошибаюсь, ребят, я могу ошибаться, но, по-моему, дзюдзюцу в принципе там занимало всегда привилегированное положение, и только фактически благодаря Фунакоси вот эта вот
окинавские направления, китайская рука фактически становится популярной уже в Японии как таковой. Да? То есть это буквально в прошлом веке так вот становится. А до этого джиу-джитсу как бы победоносно достаточно шествует по Японии. Михаил пишет, не бойся за популярности БЖЖ. Ну, в том числе, конечно, да, когда мы говорим о конкуренции какой-то, но БЖЖ это уже более современная вот эта вот такая история. Вот, а мы сейчас немножечко подбираемся из лохматых вот этих седых годов каких-то, вот, постепенно подбираемся к нашему времени. Вася пишет, если это так, то думаю, что одна из причин превращения карате в спорт. Да, безусловно, это одна из причин. Ребят, давайте тогда еще немножечко копнем несколько в другую сторону, а потом вернемся к конкуренции. Ребят, действительно, есть большая проблема. Есть большая проблема, и она связана не только с боевыми искусствами. Смотрите, допустим, существует некое достаточно хорошее и эффективное боевое направление, как и в экономике, например, ну, в торговле, скажем, в производстве. Есть некая линейка замечательного продукта, о котором никто не знает. Как сделать так, чтобы этот продукт узнали? Это, ребят, очень сложно. Особенно в нынешнее время очень сложно выйти с новым продуктом настоящим, да, значит, куда-то. И так же, как с боевым искусством, с каким-то там, например, и так далее. Довольно сложно. Без какой-то поддержки специальной со стороны спонсоров, со стороны заинтересованных лиц, со стороны тех людей, которые выкупят у вас патент, например, или идею, или со стороны государства, например, и так далее. Ну, то есть, на самом деле, обычно в таких случаях побеждают те, кого финансирует государство, кому удается договориться так или иначе, в том числе и на примере российских некоторых федераций мы видим, что без поддержки государственной фактически вы обречены в лучшем случае существовать на уровне какого-то одного локального клуба, да, а не двух, трех или там вообще массового какого-то, значит, клонирования таких клубов, да. Вот. К сожалению, это такая вот история, это история и маркетинга, и финансов, там, и прочего подобного. Вот. И один из способов действительно продвижения того или иного боевого сначала направления это оспортивливание такого направления. Если удается, вы получаете, во-первых, действительно поддержку государства, потому что, ну, как правило, в нормальных странах, я имею в виду в таких, ну, развитых достаточно странах, а не странах там скованных коррупцией, таких единоначальных, каких-то тоталитарных и прочее, в нормальных развитых странах государства, как правило, заинтересованы в том, чтобы каким-то образом обеспечивать вот это вот первенство в спорте, так или иначе. Вася пишет, да, вы правы, только скажу, что школы дзюдо были закрытыми и клановыми, и поэтому такого активного развития не было, быстро развивалось дзюдо, которое хоть и шло в сторону спорта, но все же, и вы сейчас, наверное, продолжите, да? Окей, спасибо большое за поправку такую, спасибо. Вот. Иными словами, для того, чтобы продвинуть какое-то боевое направление свое, чаще всего вам приходится оспортивливать его. Вася пишет, продолжает. Имел тогда боевые техники из дзюдо времен Кано и дзюдо нынешнее совершенно разные. Дзюдо Кано и дзюдо нынешнее совершенно разные вещи. Окей, да, конечно. Да, и, кстати говоря, по поводу дзюдо, слушайте, сейчас немножечко отвлекусь опять, в том числе в закрытое время, когда вот были запрещены боевые практики, мне удалось побывать в группе так называемого боевого дзюдо. Не поверите, была такая группа, причем это был женский зал, там, значит, девчонки занимались, как ни странно. Мужик был тренер, девчонки занимались этим дзюдо. Там история была такая, в принципе, он готовил спортсменок. И девчонки, ну, часть девчонок, там треть, наверное, этой группы, была достаточно хорошо спортивно подготовлена. Но в том числе в этой группе они касались и достаточно боевых таких вещей, которые из дзюдзюцу как раз в дзюдо когда-то достались. Вот, и они касались в том числе там и ударных кое-каких техник, таких разрозненных достаточно, но тем не менее и так далее. Ну, в общем, это было достаточно интересно. Я, конечно, не приходил, один раз я посетил
этот женский дзюдошный клуб и сидел просто на скамеечке, ну, потому что, слушайте, ну, с девчонками вместе, значит, хотя у меня были иногда позывы, в том числе позаниматься, но, так сказать, уже как-то так сложилось, что я с самого начала просто присел на скамеечку, я просто смотрел там на то, как они тренируются. Но до сих пор мне это достаточно интересно. Мне интересно, что как дальше развивался этот клуб, я, к сожалению, этого не знаю. Вот, это по поводу дзюдо, так называемого боевого в условиях Москвы. Вот такая была какая-то история. Вот. Значит, а что касается вот оспортивливания, да, один из способов самых лучших продвинуть свое боевое направление – это его оспортивить, да. Но при этом надо иметь в виду, что это будет чистый спорт, вы сядете, может быть, присядете на неплохую иглу такого внешнего финансирования. Ваш клуб, конечно, первоначально будет убыточным, вы не будете собирать никаких денег, и поэтому нужно какое-то финансирование со стороны, это понятно. У вас возникает необходимость в том числе какая-то маркетинговая, вы должны каким-то образом, не знаю, сочинять какие-то волшебные слоганы, которые будут привлекать людей, значит, ваше новое спортивное направление, допустим, ну и так далее, и так далее. Ну, например, для Китая, да, вы знаете, вот современное вушу, вот это вот спортивное вушу, которое не имеет отношения никакого к боевым искусствам китайским традиционным, это спортивное вушу, это способ представить новый Китай, значит, в том числе в таком олимпийском спорте, да, на олимпиадах. Вот. И да, действительно, на сегодняшний день Китай представляет собой коммунизм с буржуазным лицом. Это достаточно интересно и своеобразно. И, слава богу, пока это, в общем, дает какие-то результаты, хотя, конечно, уже упирается в возможности конкретно китайского рынка. Но, тем не менее, значит, это вот дало возможность поменять к Китаю отношения. И коммерческая составляющая, там, префицитная такая составляющая Китая, в том числе благодаря спорту, сильно вырастает. Отношения к Китаю сильно меняются, к нему обращаются в том числе инвесторы, значит, инвестируют так или иначе какие-то фабрики. Это все не имеет отношения уже к спорту, там, к современному вушу, но тем не менее, да, вот эта вот история с пиаром, она помогает Китаю вообще, например, да. Таким образом, да, один из способов вот что-то продвинуть – это оспортивить, но, как мы знаем, оспортивленность отводит, конечно, от боевых явно каких-то результатов и возможностей, да, какое-то боевое направление. Делать его каким-то околобоевым, единоборческим, а зачастую и уже псевдобоевым, когда целиком это превращается в какую-то гимнастику, например, или акробатику, или там еще во что-то подобное, в дыхательные какие-то практики, например, и прочее подобное, да, выводя вообще, так сказать, из боевой какой-то среды то или иное, еще недавно бывшее боевым направлением, скажем, да. И в этом смысле карате, о котором вот мы только что говорили, в том числе, значит, не является исключением. Это происходит и с китайскими, и с вьетнамскими, и с корейскими боевыми практиками. Да? Мы знаем о спортивном тэквондо, мы знаем о практиках, которые превратились исключительно в нэйгун, например, там, о каких-то китайских практиках, скажем, и так далее. То есть все это перестает быть боевым, вот, отходит от этих стандартов, но при этом само боевое искусство, от которого это откалывается, оно продолжает существовать совершенно спокойно, да, но просто оно не является популярным, продвинутым там в мире и прочее подобное. Да. Вот. Но сейчас вернемся к боевым клубам. Понятно, что спортивные клубы между собой тоже соперничают, и соперничают достаточно жестко, доходит даже до черного пиара порой, хотя это не поддерживается так вот, ну, как бы условно, так сказать, никакими, ну, так сказать, не олимпийскими комитетами какими-то и прочим, поэтому здесь конкурировать по черному достаточно сложно. Вот. А что касается все-таки боевых искусств и не спортивных залов, явно не спортивных, а боевых залов, да, то там другая история, в том числе доходит до черного пиара какого-то. И вот в этом случае я бы хотел сейчас представить, например, такой пример из экономической какой-то жизни. И вот представьте себе, что, скажем, какие-то есть магазины около вашего дома, магазины шаговой доступности,
Они могут представлены быть магазинами как какой-то сети, значит, супермаркетов, могут быть какие-то местечковые магазины там, и так далее, и так далее. Местечковые магазины, например, в Москве уже пропадают, их практически уже, мне кажется, нет, там только сети, да. Но когда-то были в том числе и какие-то местные такие небольшие магазинчики. Но в других городах России, например, и Украины, я думаю, и Беларуси, да, есть в том числе такие местечковые, небольшие какие-то профильные магазины, где продают там только мясо, например, или только молочку, или там какие-то мини-маркеты, например, частные, и так далее, и так далее. И вот представьте себе, что вот у вас около дома есть ряд каких-то таких магазинчиков, вот, которые обязательно конкурируют. Но это понятно вполне, потому что такая же история, как и в боевых залах. Чем больше у вас будет посетителей, покупателей, тем, наверное, так сказать, выручка ваша, а впоследствии и прибыль будет более высокой, да? И тут надо конкурировать. И существует понятие добросовестной конкуренции и недобросовестной конкуренции. Это я вам сейчас читаю укороченный курс по экономике, да? Значит, добросовестная конкуренция включает в себя конкурирование по цене, по дополнительным услугам, по ассортименту, по обслуживанию, по тому, по сему, по пятому, по десятому. Ну, то есть понятно, что если ассортимент в вашем магазине шире, то и вероятность значит, случайных залетных покупателей больше. И когда человек идет там за хлебом, например, да, который продается в любом магазине, он пойдет, скорее всего, к вам, потому что он помнит, что он у вас покупал и чайник, там, например, и мыло хозяйственное, бог его знает, и еще что-то. Да? Вот. И меньшая вероятность у маленьких магазинов при прочих равных, потому что они продают там только, например, чайники, да? Ну, то тоже понятно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, вот конкуренция по цене. Конкуренция по цене, это, в принципе, она означает, что вы там на рубль дешевле что-то продаете, но для кого-то этот рубль является существенным, и человек готов пройти лишние 100 метров ради этого там сохраненного рубля, ну или там 100 рублей, бог с ним. Вот. И конкуренция по цене — это наиболее сложная программа, потому что, как правило, она означает еще и сокращение издержек, а с сокращениями издержек очень часто, значит, сопутствуют низкие, например, низкие зарплаты у работников, а это значит состояние магазина несколько похуже, ну и так далее. То есть в данном случае, конкурируя, например, по цене, вы часто очень проигрываете по доп. Опциям, по обслуживанию, по качеству обслуживания, например, и прочим подобным вещам. И здесь надо взвешивать эти вещи, поэтому как раз вот все знают, что существует какие-то сети супермаркетов, где обслуживание и чистота и доп. Услуги, так сказать, достаточно провальные, но при этом низкая цена. И эти супермаркеты, например, такие сети, они ориентированы на наименее зажиточный какой-то сегмент покупателя, да? А, сказать, есть другие магазины, где поменьше народу, но повыше цена, есть доп. Услуги, есть дополнительные какие-то опции там, и прочее подобное, там, качество обслуживания, чистота, там, например, качество продукции, широкий ассортимент более, там, и так далее, в том числе какие-то бренды появляются, и они ориентированы, там, например, на средний класс, допустим. Вот. Это, так сказать, другой уже сектор потребителя. Ну вот в боевых искусствах примерно такая же история. Вы можете пытаться брать на массовости, но когда массовость вообще, так сказать, не присутствует на рынке боевых искусств, значит, об этом мы говорить не можем. Да? Вы можете пытаться брать на цене, например, выставляя ценник более низкий, но представьте себе, что там соседний зал какой-то, который там в 300 метрах от вас, например, находится, да, что он и так-то еле выживает, на самом деле. У них нет денег там ни на новое оборудование, старье одно, да, ни на ремонт, там, допустим, ни еще что, едва-едва хватает учителю, чтобы там концы с концами сводить. А вы, если, значит, при прочих равных опустите цены, например, в своем зале, то вообще, как вы выживете, даже непонятно. Потому что аренду платить надо, налоги платить надо, там еще что-то такое платить надо. Если вы там в черную работаете без налогов, все равно, ребят, поверьте, будут свои проблемы. Ну и прочее, прочее. Вот, иными словами, значит, очень часто получается так, что сама ситуация загоняет такие залы в область недобросовестной конкуренции. То есть, когда вы не можете уже конкурировать ни по цене, ни по ассортименту, ни по качеству, например, ни еще почему-то, да, а фактически вы начинаете конкурировать вот в области как раз недобросовестной конкуренции, черного пиара, допустим, и прочего подобного. Одну секунду.
Так. Михаил пишет, меня, честно говоря, больше огорчает не финансовая конкуренция между клубами и видами, а непримиримое противостояние между учениками одного мастера. Кто там из них что делает, понимает неправильно. Да, совершенно верно. Вот мы сейчас постепенно к этому подбираемся. Михаил, вы меня, как всегда, немножечко опережаете. Спасибо вам большое. Вот мы сейчас постепенно как раз в эту тему переходим. Фактически то, о чем мы сейчас говорили, нас привело к тому, что возникает, знаете, некий соблазн черного пиара. И, значит, какие-то люди, которые каким-то образом где-то засветились, дай бог, чтобы на телевидении, дай бог, чтобы на более-менее каком-то крупном канале где-то засветились, да, они обязательно скажут, что они представляют собой вот прям классику непримиримого и прикладного боевого направления, а все другие это что-то вообще непотребное, все другие самоучки и прочее, прочее, прочее. Да? Такая вот история. То есть обязательно возникает вот этот вот черный пиар. И в более кулуарных беседах там вообще даже доходит до полной критики всех окружающих. Кстати, что интересно, с нашим каналом примерно такая же история была, когда канал только буквально образовался, и он еще был такой, знаете, на коленках слепленный, вы помните наверняка, многие из вас помнят, в том числе там и темы, которые поднимались и прочее, то сейчас я более-менее представляю, что вам конкретно интересно, о чем мы можем действительно поговорить в этой области, или что я, например, могу рассказать, и что вы мне можете рассказать, и всем окружающим, да, вот, то тогда канал только-только начинался, и тем более было смешно, когда люди, которые уже засветились где-то, вот прям они такие медийные достаточно, вроде бы персоны на самом деле от около боевых, скорее всего, практик, да, в том числе такие, еще раз, медийные персоны, которых часто очень упоминаем, там не мы, например, а на других каналах упоминают, я просто не буду их имена называть, чтобы не позорить, как говорится, они в том числе приходили сюда на этот канал и писали свои категоричные какие-то комментарии, которые вот как раз касаются именно черного пиара. Ну, идея очевидна, идея представляется таким образом. Чем больше, значит, каких-то каналов, в том числе слабеньких, только-только возникших каналов, такой человек с черным пиаром посетит, тем, наверное, он представляет, больше людей к нему потом перейдут, потому что они напишут замечательное, разгромное, категоричное какое-то комментарий, там какое-то мнение свое, и все вот прочтут это и сразу повалят к этому человеку, и у него там вырастет количество подписчиков и последователей, и еще нет. Вот на самом деле нет. Ребят, что интересно, это вообще не работает. И, кстати, вот эта вот история с хайпом, если хотите, отдельно поговорим потом, значит, как работает хайп на YouTube. На самом деле, вот эта вот вся история в определенных рамках только работает. И в том числе вот такое вот перекачивание к себе каких-то, значит, последователей, каких-то подписчиков тоже, ребят, не работает вот так вот на YouTube, как вот может показаться. Может быть, только в начале, когда YouTube только зарождался, там, в каких-то тоже лохматых годах, может быть, тогда это работало, сейчас это уже так вообще не работает. И, как правило, такие люди, которые вот пишут какую-то безумность свою и пытаются на черном пиаре подняться, ну, в принципе, они демонстрируют себя как, конечно, люди нечистоплотные и, в общем, не заслуживающие, конечно, внимания какого-то серьезного и так далее. И если они собирают для себя публику, то это публика, не которая пойдет к ним заниматься, это не будет публика, которая будет им платить какие-то ощутимые деньги. А что касается, например, рекламы от YouTube, если мы говорим уже о каналах, вот, то, ребят, реклама от YouTube это такие копеечки, вы себе не представляете. То есть до тех пор, пока вы не соберете 100 тысяч подписчиков, забудьте вообще про то, что вы что-то получаете, да. Вот. В частности, если хотите, я легко, например, расскажу, что я получаю, например, на своем канале. Ребят, за 3 года, просто там есть ограничения у YouTube, и вот за 3 года я снял $90 только. За 3 года. То есть это вообще не деньги даже. Можете о них забыть. И я, в принципе, я бы их подарил YouTube. Они мне не сильно нужны, но YouTube вот так устроен, допустим. Вот. И в этом смысле какое-то нарастание даже подписчиков не дает владельцу того или иного канала ощутимую какую-то прибыль. Да? Это все те же копейки. Если там не за 3 года, а за 2 года такой человек снимет там $90 или $100, вот, то, ну, как говорится, флаг ему в руки, если для него актуальные деньги, ну, как говорится, и слава богу. Но, как правило, еще раз, эта штука не работает.
Вася Васин пишет, может, черный пиар и эффективен, но с моральной точки зрения это непорядочно, негоже порядочному бойцу и вообще человеку переходить на такую наглость. Да, совершенно верно, Вася Васин, но не все придерживаются морально-этических норм, и, как говорится, деньги не пахнут, и многие люди считают, что ничего страшного вообще, если речь идет о деньгах, о последователях, или там о подписчиках, или там о псевдоучениках и так далее. Но на самом деле, еще раз, люди, которые любят вот этот черный пиар, и которые любят, когда выливают ушаты там нечистот на другие каналы, да, и именно за этим они идут на конкретный канал, где вот выливают такие ушаты, там, например, да, эти люди идут туда только за этим, только за этим. Это не будут люди, которые заплатят деньги, это не будут люди, которые будут учиться в этом клубе, например, боевом и так далее. То есть это мимо, это не превращается в какую-то существенную явную прибыль. Да? Это помимо того, что это морально-этические нормы, конечно, всякие нарушает, но вот здесь Вася Васин, да, мы как раз подходим. И, Михаил, мы сейчас подходим именно к тому, каким образом возникают последователи черного пиара уже. Да? Вот представьте себе, что вы, значит, являетесь последователем того или иного учителя в YouTube или в конкретном зале. Вы вполне доверяете своему учителю, и вам, в принципе, не очень интересно все, что вокруг этого всего находится, все, что находится за пределами зала. Вы приходите конкретно просто практиковать боевые искусства. Вот. Но постепенно, конечно, это перерастает еще и в некоторое доверие. Причем не в доверие в буквальном смысле, а в кредит доверия скорее. Да? Потому что, ну, естественно, у вас, так сказать, возникает какая-то, ну, какая-то симпатия, например, к учителю, да? Какое-то желание продвигаться интенсивней. Вы предполагаете, что мнение вашего учителя и какие-то не тренировочные методы взаимодействия с ним, в том числе вас могут подтолкнуть еще вперед, да, и таким образом вы даете учителю и там лидерам этого клуба, каким-то ученикам, какой-то явный кредит доверия, который еще пока ничем не оправдан, и уже позже он либо оправдается, либо не оправдается. И когда вам говорят, ну, например, советуют, почитайте там Горин но сё, например, или почитайте там, я не знаю, Дао Дэ Цзин, да, этим кредитом доверия вы, так сказать, уже их снабдили, и вы уже доверяете их мнению, и, возможно, действительно вы откроете и что-то прочтете. Но когда вам говорят, что не-не-не, смотри, вот там вот есть нехороший один человек, он неправильно практикует байхэ, например, или он неправильно практикует там, я не знаю, штакан, там, например, и так далее, да, это тоже кредит доверия. Вы еще не проверяли этого, вы не знаете вообще даже, может быть, что правильно или неправильно. Но только благодаря кредиту доверия, благодаря тому, что вы входите в узкий круг, значит, посетителей конкретного зала, вы начинаете придерживаться этой точки зрения просто на основании веры. Не того, чтобы проверить, не на основании знания, а на основании веры. Еще раз возвращаю вас к теме того, что, значит, не только боевые искусства, а многие вообще сферы нашей жизни напоминают скорее религию, чем знание. Потому что, еще раз, знание – это когда вы видели, имели опыт и поэтому знаете. А вера или религия – это когда вы не видели, не имели опыта, но все равно знаете. Да? Это и есть вера или доверие, там, например. Вот. И вот такой черный пиар, он возникает именно на этой почве, и именно на этой почве он становится наиболее воинственным. Почему? Потому что, значит, нет проверки, значит, тех или иных утверждений. Нет какого-то опыта с этим связанного, но есть вот эта вот вера. Вера всегда требует дополнительных подтверждений. И у умного человека вера вызывает желание проверить. Вот почему у нас, значит, вера и проверить одного корня, да? Значит, а не очень умного человека, а не очень умных или не очень заинтересованных людей большинство, значит, у таких людей возникает мотивация не проверить, а
уверить окружающих скорее, да, и возникает вот эта вот фанатичная преданность некая, которая ни на чем не построена, а построена просто на том, что если большинство в вашем сообществе верят во что-то, то присоединяясь к этой вере, вы присоединяетесь к этому большинству этого сообщества, да, и в дальнейшем становитесь проповедником фактически тех же бессмысленных идей. Значит, и вот таким вот образом вырастает, собственно, фанатизм и религиозный, буквально в религии, и фанатизм, связанный там с теми или иными областями нашей жизни, и фанатизм внутри там боевых каких-то клубов или около боевых, например, да. Вот. И отсюда вот и вырастают вот эти вот люди, которые толпами идут на тот или иной канал, например, да, вместо того, чтобы пойти в клуб конкретному человеку со спарринговой программой со своей, да, и поспарринговаться, поработать там. Нет, эти люди не так будут действовать. Все-таки, сами понимаете, здесь возникает некие сомнения. А вдруг этих людей победят? Вы понимаете? А они вот такими фанатами являются. Нет, вот вера уже пустила свои глубокие корни, она уже имеет свое надуманное основание, и надо в дальнейшем дальше так и поддерживать эту веру, явно не проверяя ее на практике, не дай бог, потому что это может привести к краху самой этой веры, а следовательно и к недоверию к учителю, к клубу и так далее. Нет. Как правило, эти люди идут одни, там, все вместе, вернее, на какой-то канал, начинают хейтерски там писать что-то, допустим, да, начинают сражаться, вести какую-то полемику на каких-то форумах, вместо того, чтобы еще раз спарринговой какой-то практикой заняться, и там все будет понятно и так далее. И вот видите, постепенно вот это вот бойцовское сообщество и братство, с которого мы с вами начинали, постепенно оно преобразуется в жесточайшую конкуренцию. Конкуренцию, в которой все средства хороши. И вот в примере, например, с магазинами, о котором мы говорили несколько раньше, вот, допустим, есть какие-то вот дополнительные магазины вокруг вашего дома, вы можете воспользоваться такой сетью, такой, или вот мелкими какими-то местечковыми магазинами, там, локальными, да. И вот представьте себе, что среди этих магазинов, например, возникает тоже черная конкуренция такая, да, недобросовестная конкуренция. Значит, у вас было там 10 магазинов в округе. Один сгорел по неизвестным причинам, да, его сожгли. Значит, другой разорили, все разбили, вынесли оттуда и так далее. Значит, этого магазина тоже уже нет. С третьим еще что-то случилось, с четвертым еще что-то, пятый ушел вообще из вашего района, потому что район уже считается криминальным, шестой там еще что-то. И вот представьте себе, вот было 10 каких-то магазинов, а теперь остался один. Вот вы от этого выиграли или нет? Раньше у вас была возможность пойти в любой из этих магазинов. Теперь у вас путь только в один магазин, а он, как монополист, в этом микрорайоне, например, да, он поднимает цены, снижает качество обслуживания, снижает ассортиментный ряд, там, например, и так далее. Вы только проигрываете от нездоровой конкуренции. От такой, да. Вот если от здоровой конкуренции, от добросовестной конкуренции выигрывает конечный потребитель, то от нездоровой он только проигрывает. Да. То же самое у нас происходит внутри боевых залов. Значит, с черным пиаром, когда все это, значит, замешано на черном пиаре, на взаимных претензиях, на категоричных мнениях, каких-то на сражениях на полях форумов и там, в каких-то комментариях, например, на каналах, да. Когда вот это вот начинает происходить, выигрывает от этого, скажите, конечный потребитель. Вы, как бойцы, выигрываете от этого? Нет. Конечно, вы только проигрываете. Потому что то же самое. Из YouTube может уйти человек, который занимается боевыми искусствами, и которого боевые искусства больше волнуют и интересуют, чем полемика, совершенно неумная полемика, переписка с троллями какими-то, например, и так далее. Да? И этот человек, например, уходит из YouTube, и о нем уже больше почти никто не знает, кроме тех, кто просто его как-то априори там знал, например. Да? Выигрываете вы от этого? Нет. Может оказаться, что этот человек буквально недалеко от вас преподает. Он замечательный учитель. Его боевое направление замечательное, в отличие от вот этих вот людей, которые скорее софистикой занимаются, чем боевыми искусствами. Да? Но зная клубы, вот, которые замешаны на черном пиаре, вы в конечном итоге плететесь именно туда заниматься, вместо того, чтобы заниматься нормальными боевыми искусствами. Да? То есть на самом деле от всего этого явно проигрывает конечный потребитель. Бойцы от этого проигрывают. И в конечном счете вот эти вот такие тухлые залы, которые
в принципе боевых практик никаких не преподают, но они собирают там не столько мужчин, сколько женщин уже, например, да, и стариков там, например. Нет, это здорово, это неплохо, что для всех есть место под этим солнцем. Вот, но человеку, который хочет стать бойцом, там уже делать нечего. И, к сожалению, человек, который хочет стать бойцом, идет совершенно не бойцовские направления в итоге, в околобойцовке, в единоборство он идет. Потому что там точно знает, что там будет груша, там будут перчатки, там будет ринг какой-то, и хотя бы что-то похожее на боевое там явно тоже будет. Да? И таким образом, вот вы видите, вот эта вот черная конкуренция, она не способствует развитию боевых искусств. Она не дает ничего в конечном итоге тому, кто сам развязывает вот эти вот черные модели общения, кто сам приходит с такими вот высокомерными какими-то вещами. Я сейчас не буду даже приводить примеры, все знают там ряд людей, которые прошли через крупные какие-то каналы, там через Бобо, например, через еще что-то такое, да, люди, которые совершенно вот конкурентно себя вели, совершенно выставляли себя как вот высокомерных и всезнающих таких людей, но при этом были, в общем, ну если не опозорены, то по крайней мере не так уж прославлены в итоге, да. И им приходилось вообще переобуваться, менять направление своей деятельности и еще более агрессивно и конкурентно снова выступать, например, в YouTube. Да? То есть, в общем, прослеживая вот эти моменты, мы наблюдаем не рост популярности боевых искусств, не рост популярности действительно хороших учителей, таких правильных и настоящих, а скорее наоборот вот эту вот деградацию, о которой мы некоторое время назад с вами говорили. Сейчас более так вот существенно мы посмотрели на причины того, каким образом вот деградируют и боевые искусства, и последователи тех или иных, как им кажется, боевых направлений и так далее. Так, одну секунду. Михаил пишет: я по наивности думал, однако, действительно интересного человека свести с вами, но быстро осекся. Боюсь, там бы начались придирки к неправильной постановке ноги в каком-то стиле и тому подобное. Да не, Михаил, я не против, кстати. Другое дело, что, ну да, если человек там придет, так сказать, ну как это, со своим уставом в чужой монастырь, да, это будет выглядеть странно. Но и меня и это бы не смутило. То есть, в принципе, вы видели, как у нас вот проходят какие-то интервью. Я не лезу обычно со своим уставом, я вполне, так сказать, толерантен к любому мнению. И если человек высказывается достаточно категорично и жестко даже по каким-то вещам, я совершенно спокойно это сижу, слушаю и даю вам возможность самим оценить, насколько, так сказать, человек компетентен в том, так сказать, о чем говорит и так далее. То есть в этом смысле вот у меня нет претензий. Если мне даже будут высказывать такие претензии, бог с ним, я совершенно спокойно, вы знаете, к этому отношусь. Это, так сказать, даже интересно по-своему будет, потому что я эту беседу, скорее всего, выведу на какое-то, в какое-то такое русло, которое, в общем, будет что-то демонстрировать, я думаю. Что-то будет демонстрировать. Вася Васин пишет: да, на эти виртуальные сражения на форумах порой стыдно смотреть. Ну да, матершина вот это вот начинается, да, вот это вот какой-то, ну какие-то дикие совершенно вещи. Ну, то есть вы видите, что это не бойцы общаются, да, а ребята, которым просто, ну, выпили пиво, закусили чипсами и пошли на форум, да, вот такая вот история какая-то. Вот, причем эти ребята, ну, такое ощущение, что они книжки-то в руках не держали, потому что даже пишут безграмотно, помимо матершины всякой, еще вот это вот. И после этого их мнение считать сколько-нибудь компетентным, ну, как-то даже не хочется, да, согласитесь. Да. Так вот, значит, когда мы говорим о конкуренции, значит, среди бойцов, да, вот мы видим, что эта конкуренция постепенно нарастает. Сейчас, к счастью, среди последователей японских и, мне кажется, корейских, скорее всего, направлений уже вроде бы этой конкуренции нет. Все понимают, что, не, ну слушайте, смотрите, вот есть там штакан, есть кудо, есть окинавские направления, есть там, я не знаю, там есть эншин, есть ашихара, вот мы недавно говорили, да, есть кёкушин там, например, и так далее, и так далее, и так далее. И это все разные ветви между собой там никак не, так сказать, пересекающиеся, у них нет там точек каких-то таких боевых, я имею в виду между собой таких вот, так сказать, непреклонных и совершенно
противоположных по смыслу и так далее, это все отдельные какие-то, да. Но вот среди каких-то других направлений это возникает очень сильная конкуренция между единоборцами и бойцами. Реально большая конкуренция. Единоборцы постоянно пытаются доказать почему-то, ну, видимо, себе больше пытаются доказать, наверное, чем другим, что единоборство это и есть боевое, а боевое это не боевое. То есть вот эта вот вся история какая-то совершенно нелогичная. Но еще раз, это касается, скорее всего, веры. Не проверки, а веры, такой религиозной практически веры в то, чем человек занимается, или, может быть, по большей части даже не занимается, но во что просто верит. Там, например, да? Мы немало видим трагичных достаточно людей, которые, в общем, к боевым искусствам или около боевым даже практикам отношений не имеют. Может быть, когда-то там 2 месяца посещали там какой-нибудь муай-тай, а теперь зато о нем постоянно уже лет 10 пишут, там, например, да? Такая история тоже часто встречается. Михаил пишет: Вася Васин, форуму не посещаю, но отголоски того, о чем я говорю, вы видели сами на днях, там же, где и я. Причем по отдельности друг от друга. Оба несогласных человека, интересные и приятные. Вот, окей. Хентай пишет: добрый день, вам доброго дня. Вы, видимо, не видели, что творится в комментариях к манге. Не хоть сколько-то фигурирует боевые искусства. Наверное, где хоть сколько-то фигурирует боевые искусства. Сколько мастеров всех стилей, и каждый второй величайший мечник на планете. Ну, слушайте, правда. Вот это уж совсем прям даже за гранью добра и зла, правда? Под мультфильмом, практически под мангой, писать что-то о боевых искусствах, но это уже действительно надо совсем перейти все пределы. Но это говорит о том, что там как раз собираются люди, которые обсуждают боевые искусства, но при этом боевыми искусствами не занимаются. Да? Это ребята, которые любят мультфильмы. Давайте так уж. Вася Васин пишет: по поводу корейских направлений, в принципе, это не относится к хапкидо. Там у них до сих пор идут ожесточенные схватки между федерациями, особенно за пределами Кореи. Да, слушайте, я совершенно забыл о хапкидо. Действительно, я не раз натыкался на обсуждение того, кто прав и кто виноват, а кто вообще не мастер и не хапкидоист и все такое. Да, ребят, правда, это удручает. Это реально удручает. Нет, смотрите, бенефициарами таких сражений виртуальных становятся случайные зрители. Да? Мы с вами можем посмеяться над этим. Ну, например, если мы не занимаемся с вами хапкидо, то, наткнувшись на вот эти вот обсуждения, мы можем несколько позабавиться, минут 10, почитав вот это все, пока нам это не наскучит, и уйдем оттуда. Мы случайные зрители, случайные свидетели. Мы не будем из-за того, что мы посмотрели вот это вот, как люди между собой враждуют, значит, на теме хапкидо, мы, конечно, не пойдем заниматься хапкидо. И это лишний раз доказывает, что вот эти вот сражения, они работают против тех, кто таким образом виртуально сражается. Да? Это тоже понятно. И в данном случае, к сожалению, эта пружина, она уже затянута, этот маховик уже запущен, и он будет вот по инерции еще достаточно долго существовать. Но, знаете, это как, не знаю, вспоминается вот этот исход евреев из Египта, да, кто читал там Ветхий Завет, например, а вот есть вот этот вот момент, когда происходит этот исход евреев из Египта. Евреи, значит, в Египте были рабами, и надо очень продолжительное время гулять по пустыне, болтаться по пустыне до тех пор, пока не вымрет поколение рабов. Пока не народится новое поколение свободных людей. Да? Здесь вот такая же история. Вот этот маховик запущен, и люди, любящие черный пиар, пока они вот просто физически не вымрут, это, наверное, будет продолжаться, к сожалению. А может быть и к счастью. С другой стороны, это по-своему забавно, хотя и, в общем, наскучивает достаточно быстро. Михаил пишет: ну если уж о манге речь пошла, я недавно случайно узрел неведомую ранее пучину ютубовского ада. Фанаты тигров против фанатов львов. Ох, слушайте, правда, до чего же доходит вот это вот... Даже трудно себе представить границы человеческих возможностей, вот исходя из этого. Смотрите, что творится, да? Михаил пишет: уточню, это не связано с мангой, там речь о реальных животных. Удивительно, вообще удивительно. Окей. Значит, мы с вами посмотрели, как постепенно формируется конкуренция между, в первую очередь, между сначала учениками, между отдельными бойцами, потом между отдельными клубами и в дальнейшем между отдельными направлениями. И если первоначально у нас существовали такие формы братства, как братство, например, внутри клуба,
Да? Это когда бойцы приходят на одни и те же тренировки. На этой тренировке у них все равно существует конкуренция. Есть здоровая конкуренция, да, нормальная конкуренция. Помните, мы с вами говорили, что существует 3 вида конкуренции внутри клуба. Первый вид конкуренции – это когда он отсутствует, и когда все занимаются легким петингом, простите меня за это, вместо того, чтобы заниматься какими-то спарринговыми программами. И в сущности это нездоровая тема уже. Да? Значит, существует противоположность этому жесточайшая конкуренция, которая фактически не дает возможности развиваться новопришедшим, как ньюкамерам каким-то, значит, и их практически всегда держат на низком достаточно уровне лидеры, несколько там каких-то бойцов этого клуба. Да? И, наконец, есть нормальная добросовестная конкуренция, когда любой человек внутри клуба понимает, что надо выращивать себе конкурентов, потому что это вас будет двигать вперед. Если вы будете постоянно работать с людьми, которые слабее вас, вы не вырастете как боец, а если вы будете постоянно работать с бойцами, которые вам не дают возможности развиваться, и вы остаетесь все время на низком уровне, это тоже, естественно, вас не выращивает как бойца. Да? То есть вот 3 вида такой внутриклубной какой-то конкуренции существует, и только одна из них является здоровой. Так, одну секунду. Вася пишет, что да, меня веселят люди, которые делают вывод о боевых искусствах и о бойцах по манге. Это же художественное произведение. Да. Но еще раз, это люди, которые вот таким образом судят о боевых искусствах, это люди, конечно, далекие от боевых искусств, и в данном случае такая полемика, вот такая какая-то конкурентная борьба внутри просто какого-то форума, например, или каких-то комментариев, конечно, не дает никакого ни финансового притока, ни какого-то физического притока ни в один из боевых клубов. Да? Мы понимаем, что это случайные люди, фактически, которые бойцами не будут, и участие в подобных форумах, если в них будет участвовать какой-то человек, он просто, ну, реально просто зашкварится, как говорится, да? Мне так кажется. Вася пишет, а то видел такие случаи, когда начитаются Эйди Эчкау и уже рассуждают на полном серьезе о Миямото Мусаси и его технике. Окей. Значит, и продолжая тему вот этой вот конкуренции, значит, мы поговорили немножечко о внутриклубной какой-то конкуренции. Значит, но на самом деле она же является и братством. То есть, если это конкуренция добросовестная, вот третий случай, как раз третий пример, который я привел, то возникает и особенное братство. Постепенно оно должно вырастать в более дружеские, в более какие-то доверительные отношения. Ну, в частности, смотрите, вот мой московский клуб, там третий, вот последний, да, он закрылся лет 9, наверное, назад, может 10 лет назад, да, но до сих пор некоторые бойцы поддерживают между собой, значит, дружеские отношения, хотя вместе не тренируются уже, да, вот. Но тем не менее вот эта вот дружба более-менее какая-то, или по крайней мере какое-то знакомство сохраняется там и так далее. Это вот братство внутри клуба, да. Существует еще такое понятие, как братство внутри стиля. Это, ну, по крайней мере, в какие-то бородатые годы такая история существовала, когда случайно, совершенно даже не по делу, не в боевой обстановке, ты встречаешься с человеком, который практикует тоже боевое направление, что и ты. Все, тут начинается беседа, тут становится интересно, а где, а что, а как, договариваются о какой-то совместной тренировке или сразу прям, значит, начинается все и так далее. То есть вот это вот братство внутри стиля, оно тоже существовало, и в данном случае там тоже, вот знаете, один другому друг, товарищ и брат, в общем-то, становился. Но постепенно, вот к нашему времени подкатываясь, да, мы видим, что значит, особая конкуренция возникает сейчас в данный момент. Вот это вот братство меняется на особую конкуренцию, особо жесткую конкуренцию. Да, когда вот хапкидошник с хапкидошником там начинают спорить, кто из них хапкидостие, когда там, значит, представитель хунгар с представителем хунгар спорят, кто из них занимается настоящим хунгар, там, например, ну и прочее подобное. В общем, на самом деле достаточно смешная такая история. Настоящие бойцы, конечно, сразу уходят от таких тем, они бросают эту полемику, не спорят ни с кем. Вот. И несмотря на то, что, знаете, как вот некоторые обостренцы сезонные считают, что они победили в каком-то
комментаторском сражении кого-то и считают это даже спаррингом, как один из наших, вот один из хейтеров этого канала написал, что он считает, что вот это вот комментирование это такой спарринг, в котором он должен победить. Кстати, он ни в одном не победил, проиграл во всех, вот, но он считает, что это почему-то спарринг. То есть вот такими боевыми искусствами человек занимается, например, да. Вот. Люди, как правило, заточенные на боевые искусства, а не на полемику внутри какого-то канала там, или форума. Вот. Они, как правило, бросают эти истории, там ничего не отвечают, бог с ним. Это не важно. Мы практикуем боевые искусства, а не занимаемся значит, вот этой риторикой. Сейчас, одну секунду. Хентай пишет: Вася, вы о чем вообще? Как можно не высказать компетентного мнения о драках из бойца Баки или сделать очередной ютубовский топ персонажей? Ох, окей. Вася Васин пишет: хотя, опять же, мы не оспариваем мастерство таких именитых бойцов-мечников, как Миямото Мусаши, Ягумина Муненори, Ягу Дюбей, но лично я их мастерство сужу по их трактатам и смотрю сквозь призму опыта. Занятиями японским мечом. Ну да, совершенно верно. И мы можем много сейчас полемизировать, например, на тему вообще жизни Миямото Мусаши. Все знают, что там очень непростая история была, и часть его поступков на сегодняшний день расценивалась бы как неэтичная, например, да? Но в те времена, в той ситуации, в которой он жил, это считалось военной хитростью, например. Да? Я сейчас не буду раскручивать эту тему, но тем не менее. Вот. И в данном случае действительно мы можем говорить о нем как о величайшем бойце, который к тому же нам оставил, в принципе, такой не слишком пространный трактат, который до сих пор является жемчужиной в области подобных вот литературных, так условно литературных каких-то значит, сведений для бойцов, для последующих, да, согласитесь. Вот, но мы продолжаем, значит, тему вот этого братства и конкуренции. Вот мы с вами немножечко сейчас поговорили еще о братстве и конкуренции внутри стилевом таком, да. Существовало еще братство внутри боевых искусств вообще. Ребят, раньше действительно даже вот где-нибудь в совершенно отдаленных местах, в каких-то, ну, например, вот едешь куда-нибудь в другой город, ну, чаще всего в поход какой-нибудь, там еще куда-то, да, и если там встречается боец, неважно, вот, например, у меня неплохие были отношения с человеком, который практиковал тэквондо, познакомился с ним вот случайно совершенно, и вот как-то так пошло, там разговоры, практика, там еще что-то такое и так далее, да, такая вот история. Неважно, какое боевое или околобоевое направление исповедует тот или иной, допустим, боец. Важно, что вас объединяет общая некая идея, и вот это вот братство существовало до определенного момента, пока это снова не превращается в конкуренцию явную, да. И вот начинается там опять хапкидо лучше всего, например, или бокс лучше всего. Ну, в общем, как-то так получается, что все лучше всего, и, в общем, всякий кулик свое болото хвалит, и побеждают в этом смысле только наиболее раскрученные какие-то направления, явно не боевые, в которых больше ввалили денег, там, да, у которых было больше финансов на маркетинговые какие-то продвижения явные. Да. Вот. И в этом смысле, да, мы опять видим, бабло побеждает добро, мы опять видим, что в сущности за вот этим вот достаточно обширным финансированием нередко скрывается уже не прикладная какая-то история, не боевое что-то. И люди, которые более-менее ориентируются в рынке боевых искусств, уже априори с самого начала начинают искать не раскрученные вот эти вот бренды, какие-то единоборческие, а начинают искать какие-то достаточно теневые клубы для того, чтобы действительно заниматься боевым искусством. Да, вот такая история тоже, в общем, уже сейчас присутствует. И мы видим, что конечный пользователь, конечный, так сказать, в данном случае покупатель, пускай, некой услуги или товара, да, конечный потребитель уже начинает ориентироваться в этом бардаке маркетинговом, в этом рынке и начинает правильные делать выводы о том, что, значит, красивая упаковка, великолепно шуршащий фантик, вкладыш в жвачке еще не говорит о качестве продукции, да.
когда мы ищем качество, мы ориентируемся несколько на другие какие-то уже параметры. Так, одну секунду. Хентай пишет: лично меня больше всего бесит люди, пишущие нечто в стиле «ы-ы-ы». У меня есть пистолет, все эти ваши боевые искусства не работают. Хочется спросить у таких людей: вы о чем вообще, товарищи? Да, совершенно верно. Ребят, в том числе я сталкивался с таким мнением, что там против лома нет приема там, и прочую такую канитель. Но, ребят, здесь надо помнить о том, что разные существуют сферы применения разных вещей. Да? Если вы оказываетесь, ну, допустим, на пляже, где с вами нет ствола, и вас жестоко бьют и топят там в море, например, ну, допустим, или в реке какой-то, да, то, ну, о каком стволе мы можем говорить? И наоборот, когда вы идете с вытащенным уже стволом кого-то убивать, то в данном случае речь не идет о боевом соперничестве, речь идет скорее о психическом отклонении, да? И в данном случае вот это вот действительно про стволы и боевые искусства, ну, это смешно достаточно. Так же, как смешно, например, говорить об использовании там вот этого спортивного ножевого боя, например, да, и когда они там конкурируют, например, с представителями каких-то боевых направлений, рукопашных, да, это тоже достаточно смешно, потому что на улице, в реальной ситуации мы не видим вот этой вот истории, там, знаете, когда там здесь, с одной стороны стоит ковбой там с револьвером, а с другой стороны у нас рукопашник, ну, на расстоянии 100 метров. Нет, это не так выглядит совершенно. И нередко получается так, что человек со стволом так и остается лежать со стволом, человек с пером так и остается лежать с пером, там, например, и так далее. Да? То есть в данном случае это несколько другие истории, несколько другая модель уже столкновения. Так, секундочку. Вася Васин пишет, что у японцев такой вот бешеной конкуренции нет, так как у них главенство в направлении закрепляется передачей свитка Менкё Кайден, полная передача, и официальным объявлением наследника. Вася Васин продолжает: так как сенсей официально объявил, то его желание даже не оспаривается, ибо менталитет у японцев такой: считаться с мнением старших и с мнением учителя. Это вообще из Буседу пошло. Да, совершенно верно. Что интересно, что в истории китайских боевых искусств такая же история вся была. То же самое официальное существовало объявление, иногда с передачей некоего свитка. Кстати, что иногда отражено в кинематографе, что интересно. Вот. Иногда с передачей просто, ну, некой грамоты с личной печатью учителя, да? Вот. Но чаще всего это просто было официальное объявление, в котором просто вот, то есть буквально вербальное объявление, в котором сообщалось, что вот такой-то, такой-то является официальным преемником той или иной школы, да? И все, и он официально имеет право уже от своего имени практиковать это боевое направление, преподавать там и так далее. Также точно понятно, что как и в наше время, так и в те века возникали люди, которые без всякого официального позволения такого, какого-то вот этого специального, все равно тоже открывали свои школы и так далее. Были кривые, косые, ну и в общем эти школы, конечно, тоже они постепенно там выедались и пропадали. Вот. Но тем не менее такие истории тоже известны. И это тоже совершенно по-своему нормально, да? По крайней мере логично и естественно. Вот. И в частности в настоящее время такая же история существует на, значит, территории постсоветской, уже современной какой-то. Тоже у нас есть бойцы, которые официально являются представителями той или иной школы, того или иного клуба, например, даже в узком каком-то ключе, того или иного боевого направления и так далее. Да? Так же, как и вот на нашем канале, например, только 2 людей я объявил своими действующими учениками. Вот, и по сути это является вот таким же точно объявлением, что эти люди, они так или иначе представляют то или иное боевое направление, да, например. Вот, то есть эта традиция сохраняется, эта история все так же сохраняется и имеет такое же значение. И да, действительно, порой, конечно, слышишь вот эти вот вопросы тому или иному бойцу, тому или иному учителю: а ты откуда вообще вылез, чьим представителем ты являешься и так далее. Ребят, ну здесь тоже есть проблема.
не всегда это вот работает так, как хотелось бы. В частности, например, в сети мы знаем немало медийных персон, которые хвастаются тем, что они являются продолжателями дела того или иного вот мастера, совершенно современного мастера, которого вот можно найти там, например, на просторах YouTube, в том числе там, и так далее. Вот. Но, понимаете, я еще раз просто хочу напомнить, что если к такому мастеру вы съездили 3 раза, и с ним вместе провели там, не знаю, 2 недели и так далее, вы не являетесь никаким последователем. То, что вы себя выдаете за такого последователя, ну, дай бог вам здоровья, как говорится, но в сущности к боевому искусству это все отношения не имеет. Если такой мастер здесь к вам приехал и преподает кому-то, в том числе и вам что-то, да, и вы считаете себя его преемником, то это тоже не так. Вы просто последователь, вы студент, вы ученик, да, действительно. Вы продолжаете это обучение. Но с какой стати ученик открывает свой зал, с какой стати от лица некоего известного, так сказать, авторитета в области боевых искусств начинает преподавать боевое искусство, которое сам еще не освоил, ну, это вызывает, конечно, только усмешку и сомнение, естественно. Вот. И в данном случае вот эта вот история тоже начинает сбоить. То есть у кого-то есть ссылка на некоего авторитетного, значит, бойца, но при этом, так сказать, вот это вот сомнение вызывает сам факт того, что является ли он официально признанным, так сказать, продолжателем дела конкретного вот этого бойца, или просто является его учеником, да и все, по сути. Вот чаще всего так именно и происходит. И наоборот, есть достаточно крепкие, хорошие, настоящие бойцы, которые не могут похвастаться тем, что они являются представителями того или иного боевого направления, ну, например, по причине того, что человек, который им преподавал это боевое искусство, это человек неизвестный вообще ни в сети, ни еще как-то не представленный и так далее. Мы уже с вами говорили о том, что целый ряд хороших бойцов на постсоветском пространстве и на советском еще тогда пространстве, на постсоветском пространстве имели непосредственное общение с носителями боевого искусства. Но имена этих носителей никому не известны. И если их называть, эти имена, это все равно, что просто сказать Иван Иванович Иванов, там, например, допустим, да? Никому неизвестное нечто, и, в общем, это тоже не вызывает доверия. То есть в данном случае вот эта вот история начинает сбоить. Так. Хентай пишет: вот честно, я заметил, что у современных японцев отношение к боевым искусствам как к спорту. Взять того же Уэда Масару, который имеет высокий дан и в карате, и в окинава кэмпо, но называет это спортом. Ну да, совершенно верно, а почему бы и нет? Ребят, есть проблемы, есть настоящие проблемы. Эти проблемы связаны с тем, что популярность и какие-то регалии вы получаете, как правило, внутри спорта, внутри спортивной федерации конкретно. В противном случае вы не получаете того и другого. Вот, ребята, знаете, я вспоминаю сразу, вот параллельно вспоминается документальный фильм о якудза японских. И многие знают, да, что якудза занимались и занимаются теми или иными боевыми искусствами, действительно. Причем в боевом ключе. То, что там это не глубокий диапазон, не широкий, вернее, диапазон возможностей, не глубокое проникновение в боевое искусство, это понятно. Но в то же время это не глубокое, не широкое боевое какое-то, не глубокие, не широкие боевые умения, они все-таки являются достаточно боевыми, а уже не спортивными, еще не спортивными, вернее, да. И в этом смысле, значит, мы не знаем, скорее всего, мы не знаем о каких-то мастерах прикладного карате, которые являются якудза одновременно. Мы о них не знаем и никогда не узнаем. И тем не менее, это им позволяет вполне, так сказать, применять свои навыки на деле. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть популярность не означает боевитость и прикладную какую-то направленность того, чем занимается этот популярный человек. И наоборот. Непопулярность очень может быть вполне боевой. Да? И это все хорошо, я думаю, понимают. Так, одну секунду. Вася пишет, обращаясь к Хентае, это потому, что он преимущественно спортивными видами занимается. Как итог, у него спортивное мышление. Да, Уэда Масару человек ищущий. Как по мне, он не может найти что-то свое. Окей.
И вот мы продолжаем с вами эту тему. Значит, мы уже поговорили о братстве и конкуренции внутри клуба, внутри стиля, внутри боевых искусств вообще, о братстве и конкуренции бойцов. Более-менее мы поговорили. И у нас так или иначе вот немножечко всплывала сейчас тема, связанная с конкуренцией между учителями. Да? То есть постепенно вот эта вот вся история вокруг конкуренции у нас выливается в конкуренцию между учителями. Так или иначе некие, значит, признанные, непризнанные авторитеты в этой области начинают между собой, я даже не знаю, это не полемизировать, не конкурировать уже, а друг друга унижать и изобличать. Давайте так скажем, да? Вот эта вот история, по крайней мере, в русскоязычном интернете, она явно видна, и это часто просто ужасает. Не в том смысле, как удивительно, как это сказать-то, удивительно мотивированы те или иные учителя, а скорее ужасает тем, насколько они безнадежны, да? Скорее так, наверное. И, знаете, мне это очень напоминает историю с тем, как некоторые представители уже уходящего поколения, какие-нибудь бабушки и дедушки, пытаются общаться со своими внуками или с молодежью на языке молодежи, но на самом деле не понимая смысла того, что говорят. Какая-нибудь бабушка, которая, например, использует слово «лайкнуть», вот, или слово «хайп», например, да, еще что-то такое. Ну, это забавно, это смешно. Возникает ощущение, что бабушка, ну, где-то хотя бы держит руку на пульсе и способна ориентироваться в мышлении современных каких-то, современной молодежи, там, например, да, но в сущности она все равно далека от реалий молодежных, и, конечно, она многого не понимает в этой жизни, и скорее это является закосом под молодежную какую-то символику, молодежное общение, чем реальностью этой бабушки, которая вот прям тусуется среди молодежи в ночном клубе, да. Вот. То же самое у нас среди учителей таких. Вот учителя, которые ступают вот на эту трясину, в это болото, прям погружаются, болото черного пиара, черной конкуренции, черного хайпа. Вот. Мне кажется, они напоминают вот таких вот бабушек. С одной стороны, вот люди, которые в этом болоте варятся, вот в этом чернушном, это ребята недалекие, как правило, и не только там бог с ними, там, какие у них интеллектуальные способности, это не имеет значения сейчас, а то, что они не являются бойцами как таковыми, хорошими бойцами, тем более, это факт, да, потому что они сражаются не в спаррингах, а вот на полях, форумах и, значит, в каких-то комментариях. Вот. Но когда туда затягиваются и их лидеры, и их учителя, это вот как раз такая же история. То есть люди попадают туда, где не могут ориентироваться, где реально они не ориентируются, не умеют вести этот диалог конструктивно, переходят на личности, переходят в оскорбления, в матершину, в подобные вещи и сдуваются по-своему быстро. Рано или поздно, конечно, все мы выйдем в тираж, вот, но особенно смешно, конечно, когда люди, которые вот начинают агрессивно себя проявлять, вот эти вот псевдоучителя, которые достаточно агрессивно себя проявляют в сети, как очень быстро проходит именно слава таких агрессивных учителей. Как быстро с ними расправляется и какое-то интернет-сообщество, и в конечном итоге их рано или поздно затягивают, конечно, на проверку их какой-то компетентности в области уже боевой, а не полемики. И, в общем, оказывается, что они, конечно, никуда не годятся и быстро выходят в тираж тем более. И в этом смысле, конечно, было бы правильнее, стратегически вывереннее таким людям, наверное, не сражаться на форумах и в каких-то комментариях, вот, а расти в боевом мастерстве, даже если вы стали учителем. Знаете, вот как, это как в спорте. Вот на самом деле учительство в боевых искусствах на постсоветском пространстве мне напоминает как раз вот эту вот область спорта. Значит, почему? Потому что других моделей вообще не существовало на этом советском пространстве. И вот модель спортивная, она выглядит примерно следующим образом.
Значит, вы какое-то время учитесь, ну, например, боксу или борьбе какое-то время, какие-то годы тратите на то, чтобы, значит, достичь каких-то возможностей, которые позволят вам поступить в физкультурный институт. В физкультурном институте вы на тройбаны отучились, но так или иначе вы там КМС, например, свою получили, да, сдали на КМС. И после этого, конечно, никакие Олимпийские игры, никакие местечковые соревнования, да, это все понятно. Вы выходите на тренерскую работу. И на тренерской работе уже от вас не требуется никаких боев, никаких сражений, никаких кульминаций особенных. Фактически вы уже приходите со спортивными травмами, у кого-то поврежденная там нервная система, отбитая голова, да, у кого-то, значит, дископатия, у кого-то там еще что-то. Ну, такие явные совершенно спортивные травмы, которые набираются в течение буквально небольшого количества лет и которые позволяют вам в дальнейшем в качестве такого, ну, условного инвалида вести уже, значит, какой-то кружок борьбы, бокс, там, я не знаю, еще чего-то там и так далее. Вот такая история. И от вас никто не может потребовать большего, потому что вы скажете: не, ну, слушайте, все мои достижения, это вот они остались в прошлом, а сейчас я, ну что, я сейчас вот уже старик, там, например, я не могу это делать, там все. Вот то же самое у нас сейчас происходит в боевых каких-то практиках. Люди выдумывают такую же историю, что не, ну сейчас-то я уже учительствую, потому что я сам не могу сражаться, я уже старенький, там, например, у меня там что-то не работает, там, и так далее. Ну а фиг ли ты в этот рынок тогда полез? Если ты не боец, если ты не можешь продемонстрировать того, что ты преподаешь иначе, чем только преподавание, да? Ну, кто ты тогда? Но тем не менее у нас на рынке вот очень много таких бойцов, которые, в общем, не имеют ни спаррингового опыта, никаких возможностей, отнекиваются именно таким образом, что их все достижения остались в каком-то прошлом, хотя об этих достижениях никто не знает, и, в общем, они ничем не подтверждены, да, например. Так, одну секунду. Хентай пишет: да ладно, скоро боевые искусства начнут хейтить, да, за то, что они созданы патриархальным белым обществом. Это жутко, но современные тенденции указывают на это. Вася Васин продолжает: не будут азиаты, не белые европеоиды. Так, Хентай пишет: Вася, вы думаете, это кого-то волнует? Да, совершенно верно, нас ждут еще более удивительные открытия в области вот этой конкуренции и внутри стилевой, и внутри боевых практик, и внутри, скорее всего, уже не боевых практик. И в основном вот этот вот фон, информационный, извращенный, искаженный фон, связанный с боевыми искусствами, он создается далеко не бойцами и далеко не людьми, которые имеют практику хоть сколько-нибудь боевую, да. И в этом смысле, да, действительно побеждает пиар, опять бабло побеждает добро, вот, и так далее, с одной стороны. С другой стороны, именно такие вещи продолжают отделять тех, кто говорит о боевых искусствах, и тех, кто практикует боевые искусства. Вот это важный момент. То есть на самом деле вот этот вот теневой фон развития боевых искусств, он продолжает существовать и будет продолжать существовать всегда. Несмотря на то, что там будут со стороны где-то что-то говорить, все равно этот фон, он будет продолжать существовать и, так сказать, развиваться. Кстати, мне это напоминает, например, историю с музыкой. Вот смотрите, существует попса. Да, вот известная поп-музыка. Это какая-то бездарная, как правило, канитель. Конечно, люди, которые создают эти нелепые мотивчики, это по-своему продуктивные и по-своему гениальные люди. Создать примитивную мелодию, от которой трудно отвязаться, надо иметь такой талант, конечно, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, существует глубокая музыка, существует концептуальная музыка какая-то, да. Существует музыка различных музыкальных направлений, и они по-своему интересны. Все знают классическую музыку, так называемую, да, классику, но большинство людей слушает попсу. И здесь такая же у нас история с боевыми искусствами. Большинство людей слушает попсу, а меньшинство практикует боевые искусства. Вот здесь вот точно совершенно, и чем дальше будет продолжаться вот эта вот черная грязная история такого, в общем, конкурентного пиара, тем больше будут как раз отделяться люди, которые практикуют, от людей, которые говорят явно, да? Так, Сергей Кривенко пишет: добрый день, Станислав, и вам доброго дня, Сергей. И в принципе, вот сейчас постепенно мы подошли
опять к тому, кто выигрывает от этого пиара. Ну, как уже говорилось несколько раньше, бенефициаром вообще вот этих вот хайповых столкновений являются не те, кто сталкивается. То есть, когда мы видим эту перепалку между хапкидошниками, кто из них хапкидостие, или когда видим перепалку, значит, среди последователей китайских боевых искусств, кто из них китайские, например, более китайским является, и что-то еще такое подобное, да, на самом деле это ржач для всех читающих. Из тех, кто полемизирует, никто из них не выиграет. И, как уже говорилось, хайп это для каналов, которые имеют больше явно 100 тысяч подписчиков. Пока человек сидит на уровне там 6 тысяч, допустим, подписчиков, и тем более меньше, там, например, да, хайп там не работает вообще. Как правило, вас просто высмеивают в итоге, вас дублируют, ваше нелепое мнение по этому поводу могут продублировать, где-то везде показать, там придет масса людей, которые не конвертируются в вашу, например, прибыль финансовую, да, которые вам ничего не дадут. Это будут подписчики, которые потом отпишутся все равно, или YouTube автоматически их отпишет. Кстати, знаете, да, что такая история существует? YouTube автоматически отписывает людей, которые долго не присутствуют на том или ином канале, на котором они подписались. Да? И в этом смысле вот эти случайные люди на, казалось бы, хайпирующем таком канале, это тоже бессмыслица, которая ничего не принесет, значит, хозяину того или иного канала, например. Да? Вот мы видим, что таким образом в сущности люди вредят сами себе, но, правда, в некой долгосрочной перспективе скорее, чем в краткосрочной. Сергей пишет: с удовольствием пересмотрел ваш стрим о Винчунь Гуао. Спасибо большое, Сергей. Надеюсь, что вам понравилось. Хотя, конечно, стрим достаточно поверхностный был. И, конечно, всех каких-то подробностей этого Винчунь, этого направления Винчунь он не раскрывает. У нас, если помните, давно уже было еще видео, связанное с Юэнь Кайсань, например, тоже одно из крыльев Винчунь. Сейчас это видео, к сожалению, выложено только на сторонних ресурсах, по-моему, бесплатно выложено, но я уже не помню, не могу сейчас дать ссылки на это. Это у нас там где-то осталось в прошлых стримах и видео. Окей. Хентай пишет: ну, попса разная бывает. Вот та же японская попса шикарна. Советую просто послушать опенинг Евангелиона. Да, заезженный пример, но показательный. А вообще немецкий фолк-рок рулит. Окей. Здесь тоже, кстати, в Болгарии есть, знаете, просто по ходу, раз мы касаемся этих тем, здесь тоже есть, во-первых, попса типичная. Вот, но, ребят, чаще всего здесь попса немножечко замешана на национальных болгарских мотивах. И поэтому эта попса не кажется такой дурной и обезличенной, как, например, российская попса, вот эта вот бессмысленная, да. Здесь тоже про «я тебя люблю», про то, как все хреново могут петь, там, про вот это вот, чисто попсовые темы, там всякие про розы и мимозы. Вот. Но все это еще может быть озвучено какими-то фольклорными инструментами, например, дополнительно. То есть это современные биты, но вот там где-то фолк проскакивает, да, где-то еще что-то такое вот. И это достаточно интересно. Есть еще такое, знаете, направление попсовое здесь, оно называется чалга. Это направление достаточно интересно тем, что, во-первых, это направление связано с национальными меньшинствами, как вот рэп. Это направление, которое рождается в черных кварталах штатов, да, вот, так здесь вот возникает вот эта вот чалга тоже в кварталах таких вот национальных меньшинств, я не называю там их, вот, значит, и это такое своеобразное сочетание, значит, цыганских, турецких и болгарских мотивов. Вот. Болгары вообще считают, что чалга это просто днище, ниже которого нет ничего. Вот. Но, согласитесь, все-таки это явление, оно по-своему тоже интересно. Но есть и глубокая музыка, настоящая музыка, вот, которую действительно стоит слушать, просто потому что она вам что-то дает. Не только потому, что она вас развивает, там, расширяет ваш кругозор, там, и так далее. Кому-то это вовсе не нужно. Но, согласитесь, музыка музыки рознь. И просто шум в наушниках – это бессмыслица. Нужно, чтобы это к чему-то все-таки вело, согласитесь. Так, секундочку. Богдан пишет: болгарская песня «Петруська» очень популярна в ремиксах в СНГ. Слушайте, интересно. Вот не ожидал. Окей.
в отдельных видео нашего канала, вот в 2 или 3, давно уже, я использовал замечательную песню «Притулися планина», такая болгарская, удивительно глубокая, даже по своему содержанию, это народная песня, но, правда, в современных мотивах я все равно это выкладывал. Но YouTube мне зарезал эту песню, потому что она принадлежит, то есть она имеет конкретного исполнителя, да, и в одном видео каком-то на нашем канале этот исполнитель просто забрал себе монетизацию, и он получает там, ну, какие-то гроши там от YouTube, бог с ним. Вот. А вообще это вот сейчас уже запрещено новыми правилами YouTube это использовать. Вот. А в принципе здесь есть масса замечательных композиций, которые я вот не устаю слушать, чисто болгарских, по-настоящему красивых композиций. Мне, кстати, очень нравится и турецкая музыка. И когда вот в машине, например, мы едем, там, у меня супруга не очень любит там турецкую, а я вот нет-нет, да включу там вот турецкое радио, например, потому что это, ребята, это очень интересно, это так очень аутентично и красиво. Кто слушал, правда, настоящую турецкую музыку, например, тоже, или болгарскую музыку, да. Вообще вот эта вот территория Балкан, сейчас мы немножечко отходим от темы, вот эта вот территория Балкан, она в принципе вся исторически и культурно связана между собой, да. Греческая культура, греческая музыка, например, да, многие вообще даже не отличат вот греческую музыку, например, да, этническую от турецкой, скажем, этнической музыки, да, или болгарской, или там македонской, скажем, да. Вот такая вот история. Тут все в одном котле как бы варилось когда-то. Так, Сергей пишет, российская попса на 90% еврейские мотивы. Окей. Я не очень разбираюсь в еврейской музыке, окей. Михаил пишет, ну балканский фолк это вообще практически прогрессив. Там, если правильно помню, много кривых размеров. Да, совершенно верно, очень много синкопы такой вот очень своеобразной. Это, ребята, очень интересно. Это необычная музыка. И то, что она не популярна, например, на Западе, не популярна там на Севере, не популярна на Востоке, там, ну, скажем, в России, скажем, да. Ну, это связано с тем, что просто, опять же, нет финансирования такой популяризации. На самом деле, ребята, это очень красиво, это очень интересно. Кому интересно, ну, просто сами поищите. Вы даже с каких-нибудь там торрентов можете качнуть что-нибудь стоящее болгарское послушать. Хотя, если это будет попса болгарская, еще раз, это про «Я тебя люблю», про всякую такую вот канитель, там, про розы и мимозы. Но все равно это будет достаточно все-таки интересно и поинтереснее, чем российская про розы и мимозы, да. Так, окей. Так, Михаил пишет, Богдан, кажется, она называлась Петрунка или Петрунка. Ребят, я, к сожалению, не знаю название песни с таким названием, вернее, не знаю песню, но наверняка я ее слышал, раз она настолько популярна. Так, очень популярна, окей, хорошо. Ну, слушайте, если мы уже перебросились так вот на тему уже совершенно далекую от конкуренции, я думаю, мы по конкуренции и конкурентности с вами более-менее поговорили, я думаю, все уже в данном случае понятно. Вот, и если мы говорим сейчас, хотим поговорить о Болгарии, поговорим о Болгарии, например, или вообще о музыке, если хотите, Михаил пишет, Сергей Кривенко, и не до латинщины много. Ага. Мне, как любителю настоящей латинщины, ухо весьма режет. Ага. Хентай пишет, есть и обратные примеры, например, «Черный ворон» в исполнении In Externo, да, значит, или песня «Мушкетеров» в исполнении Д'Артаньян. Это совершенно гениально и необычно. Слушайте, надо послушать мне тоже, посмотреть. Интересно, окей. Я бы посмотрел. Вот. А, кстати, знаете, вот мне очень нравятся болгарские праздники здесь. Вот когда здесь праздники какие-то возникают, обязательно, во-первых, появляются, ну, приглашаются, значит, какие-то попсеры обязательно местные, те или иные, которые вот попсу такую вот типичную достаточно поют. Вот, обязательно появляются фольклорные музыканты, и это, ребят, неподражаемо. Это, конечно, неподражаемо. Вот это вот болгарская гайда, или, вы знаете, вот эта вот шотландская волынка, на самом деле, да, это болгарская гайда. Они абсолютно идентичны, почти идентичны. Вот, и звучат практически одинаково, с той только разницей, что у гайды существует очень много разных вариантов, от басовой до такой пищащей совершенно. И они все имеют какие-то названия свои специальные и так далее. Вот, значит,
и вот цигуляр, так называемый, и вот человек с гайдой обязательно тоже вот выступает на таких вещах, фольклорные какие-то, значит, пения, песни возникают, и тут же хоро начинают танцевать, вот это вот известное такое болгарское, которое вот я, например, не могу, у меня полное отсутствие чувства ритма, очевидно, я не знаю, или еще что-то, я реально не могу даже простое хоро танцевать, и когда я танцую, мне обязательно подсказывают, там, когда я пытался танцевать, мне подсказывают, не, ногу сюда, нет, вот это вот сюда, это руки сюда, например, и так далее. Это такая отдельная история, достаточно интересная. Вот, но в том числе на таких праздниках обязательно появляются современные коллективы, которые современные совершенно вещи какие-то поют, рок в том числе какой-то, но в том числе с элементами фолка. Вот за что я очень люблю Болгарию, за то, что вот этот вот фолк здесь не представлен какими-то вот прям отдельными какими-то музыкальными движениями, отдельными фольклорными коллективами. Как, например, в России есть вот ряд таких утвержденных сверху фольклорных коллективов, а есть вот попса, там, например, а есть все остальные еще, там какой-то, значит, такой теневой рок, там, например, какой-нибудь, еще что-то такое, да, и так далее. Здесь все свободно, здесь все открыто, здесь ничего не запрещено, вот, и люди в том числе в современном своем творчестве используют элементы вот этого фолка болгарского. Это просто чудно. С моей точки зрения, это трындец как чудно. Это красиво, это такие, знаете, проигрыши, вставки, аранжировки какие-то вот такие вот фольклорные. Это безумно. Вот мне нравится, например, когда вот радио включаешь, например, болгарское. Но, к сожалению, на болгарском радио, кстати говоря, очень много каких-то западных композиций таких, ну, которые, в принципе, мы и так можем себе послушать, и, так сказать, они и так на слуху. Вот. А хотелось бы как раз побольше вот такого вот, скорее, фольклора такого обработанного. Вот это вот прям интересно, конечно. Окей. Братцы, большое вам спасибо за эту дискуссию, за то, что поддержали своим присутствием стрим, и вообще за ваше мнение и, конечно, за вашу финансовую поддержку в том числе. Да, вот в частности вот здесь, вот прямо вот здесь, вот, да, видите, вот этот вот первый этап создания сайта. Здесь вот у нас какие-то суммы мы видим постепенно набранные, но это не все суммы. Я еще раз напоминаю, это просто вот так. О. Это вот просто те суммы, которые переведены через донаты конкретно, да. А суммы, которые поступают не через донаты, а по другим каким-то каналам, но в которых написано на создание сайта, да, это отдельно у нас откладывается, поэтому вот эта вот сумма, она на самом деле больше, чем реальная сумма, она несколько больше, чем та, которую вы сейчас здесь наблюдаете. Но в любом случае, братцы, спасибо большое за вашу и финансовую поддержку этого канала, и за ваше присутствие, и за ваше мнение в том числе. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам внизу и на плейлисты этого канала, где легче сориентироваться в тех темах области боевых искусств, которые вас интересуют. Я вам желаю хороших тренировок, и скоро мы с вами, надеюсь, снова увидимся и обсудим очередные важные темы, связанные с боевыми искусствами. Счастливо!